Но на самом деле самая сложная профессия связана с нашими туристами-соотечественниками. Нет, это не горничная отеля, не аниматор и даже не бармен. Это пилоты самолета. Вы спросите, какого? Итак, шел 8-й час трехчасового чартерного рейса Киев-Ираклион. Пошли на посадку. Пойдем на посадку. Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас на борту чартерного рейса Киев-Ираклион. Я понимаю, что это может прозвучать как тост. Но для начала, пожалуйста, просьба не бухать, а прослушать важную информацию. Уважаемые пассажиры, просьба на протяжении всего рейса не выключать свои мобильные телефоны, иначе ваши жены будут звонить нам. Спасибо. Товарищ командир, Да, мы долго по Борисполю кружлять будем? извините. Уважаемые пассажиры, еще немного важной информации. Мы сделаем пару кружков по Борисполю, так как друзья попросили подождать Валеру. По-моему, все на месте. Ну вот, Валеру занесли, и мы можем отправляться в полет. За весь полет отвечает второй пилот и по совместительству стюард Евгений. Запомните, пожалуйста, имя. Евгений. Не пьющий, не танцующий, на колени не садящийся. Стюард по имени Евгений. Не стюардесса по имени Жанна, а стюард по имени Женя. За полет отвечает не водила, не шеф, не братан, дай порулить, не служивый, а значит в бомбардировках не участвовавший ранее, ни Сайгона, ни Пёрл-Харбора, командир корабля Владимир. Приятного полета. Если табло зажглось, значит оно на месте. А значит, на световом табло вы можете прочесть надпись. Просьба застегнуть ремни безопасности. Ну, а Валеру просто просьба застегнуть. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что наш полет продлится 20 бутылок виски, 45 бутылок водки и кега светлого нефильтрованного. Желаем вам приятного полета. Пойду проверю, все ли пристегнулись. Удачи, Евгений. И еще немного важной информации, уважаемые пассажиры. В этот раз никакого «давай полетим через Стамбул». Там мой братан Жорик клуб держит. Не будет. Во-первых, никакого клуба там нет, мы все время проверяли. А во-вторых, Жорик летит с нами. Товарищ командир, Что такое? там горящий человек по проходу ходит. Евгений, все в порядке, это аниматор. Они его для этого и взяли с собой. Слушайте, может с ними как-то договориться? Нет, Женя, запомните, это не террористы. С ними никак не договоришься. Понятно. Ладно, я пошел. Ты куда? Пойду чай раздам. Уважаемые пассажиры, буквально через несколько секунд стюард Евгений предложит вам чай и другие бесполезные напитки. Обожаю этот звук. Немного важной информации, уважаемые пассажиры. В целях экономии вашего времени хочу сказать, что толщина иллюминаторов 10 сантиметров. Я специально сделал паузу, чтобы все успели отшутиться по поводу 10 сантиметров. Спасибо. Товарищ командир, Да. они там костер в салоне развели. Евгений, это вот что, ваш первый чартерный рейс? Да. Понятно. Передайте ребятам шампура. Спасибо. Они еще спрашивают, где парашюты. Мы что, падаем? Нет, все нормально, люди хотят выйти покурить, все нормально. Понял.
Я хочу напомнить, что мы движемся в регион из Киева. Мы находимся сейчас на высоте около 10 тысяч метров. За бортом уже -2 человека. Что случилось? Всё нормально, Валера проснулся. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что один туалет находится в хвосте самолета, а второй уже возле Валеры. Буквально через пару секунд Евгений предложит вам еду. А я говорю, что прямо сейчас стюард Евгений предложит всем еду. Ах так? Да. Ладно. Мужчин, да, вот вы с куполами на спине. Прекратите смущать батюшку. Ну не может он одной рукой одновременно стакан держать и креститься. Что случилось? Все нормально. Вытащите пистолет, пожалуйста. Не надо стрелять, просто вытащите и все. Спасибо. Представляете, им не нравится наша... Еда не нравится. Уважаемые пассажиры, просим прощения. Сейчас пристегнитесь, пожалуйста, нам нужно сделать экстренную посадку. Девушка, пожалуйста, 26 гамбургеров, 14 чизбургеров и 2 пирожка с вишней. И картошку. И картошку. По-селянски. По-селянски. Большую. Хватит. Сейчас Евгений разнесет всем органическую еду. Есть. Давай. А вот и еда. Уважаемые родители, я хочу напомнить, что маленькие бутылочки виски – это не для детей. Все нормально, товарищ командир. Да? Да, все успокоились вроде бы. Ну вот прекрасно. Да, супер. Представляете, в интеллектуальные игры играют. Это хорошо. Да, вопросы задают. Это хорошо. Варианты ответов у них какие-то. Что? Волчок крутит. Какой? Мужики, я как человек вас прошу, пожалуйста, это не что, где, когда. Положите на место черный ящик. Слушайте, откуда вы все вот это знаете? 10-й фестиваль «Опыт», Евгений. Понятно. Буквально через пару секунд, уважаемые пассажиры, мы предложим вам товары Duty Free. Только через мой труп. Нет. Да. Для вашего удобства, уважаемые пассажиры, вы можете приобрести товары Duty Free лично у Евгения в кабине экипажа. Скотина. Давай. А вот и Duty Free. Извините, что без стука. Что происходит? Вы что себе позволяете? Кто вы такой? Я, Валера, прокурор Черемевской области. Тогда отдыхайте. Приятного полета. Ух ты! Класс. Нравится? А? А что класс? Вертолеты в самолете. Понятно. Слушай, а где у тебя тут педаль газа, где тормоз? Это самолет. Здесь нет ни газа, ни тормоза. Серьезно? Да. Класс. Моя б точно на самолет сдала. Подсадишь? Уважаемые пассажиры, сейчас будет небольшой вираж. Ладерочка. Пойду. Да, удачи. Пройдусь. Да-да, пройдитесь. Подышите.
Что происходит? Деньги за проезд собрал. Какие деньги за проезд? Что с твоим лицом? Батюшка крестом. За грехи? За вискарь. Ты что, пил? Чуть-чуть, я не хотел, правда. Держи штурвал! Правдаешь? Я сейчас с ними разберусь. Значит так, слушать меня. Я все-таки командир. Немножко влево ведет. Нормально. Чуть-чуть. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Уи. Прикольно. А у меня не работает. Эй, мышка вас подташнивает, пассажир. Как зовут тебя? И Женя. Евгения Мрлоя. Приятно. Очень. Куда летим? Прямо. О, нам по пути. Подбросишь меня? Каш. Ну и идем на посадку. Пошли. Давай. Я говорю, приступаем к посадке. Поехали. Есть. Приступаем. Да с нами летал, видать. А, друг Валеры. А может и Валера. Валера только что здесь был, я чувствую. Хорошо. А приступаем к посадке. Открыть закрылки. Закрыть открылки. Выпустить шасси. Пустить шасси. Опустить якорь. Поднять перископ. А ты уверен, что за все отвечает одна кнопка? Конечно. Тогда открыть аварийный выход. Зачем? Как? А вдруг авария, выход закрыт? Понял. Классная фишка. Нравится. Приступи к посадке срочно. Можно сесть. Конечно, садись, братан. Спасибо. Держись, диспетчерская. Хватит дуть в руку. Диспетчерская выйди на связь. Сечка. Сечка. Я нечетко говоришь, я не понимаю. Скажи медленнее, четче. Я. Нормально. Диспетчерська слухає, що у вас? Борт 377, разрешите посадку в Ираклионе. Борт 377, посадку дозволено. Спасибо. Через 6 минут ожидайте белый Боинг без шашечки. Выходите без звоночка. Командир, у нас бак пробит. Что? Бак. Бак пробил? Иди подожги хвост. Шо? Хвост поджечь, сказал. Ну-ка быстро выполняй приказ командира. Все, хвост горит. О! Бак пробил. Хвост горит. И машина летит на честном слове и на одном крыле. Все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет
Ну что, товарищ командир, мы сели? Честно, Да. если люди хлопают, и нет собачки на полосе, тогда мы сели. Супер! Все будет хорошо, все будет